Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Что произойдет до конца июля? Неожиданные события ближайшего будущего. И у нас до конца июля ровно 2 недели. Вот давайте на вторую половину, до конца месяца узнаем, что же там за события, что же ожидают за вас, за какие-то неожиданности. В целом должна сказать, что эмоциональный такой фон второй половины месяца может быть нестабильный. Это, конечно, в любое время может быть, согласитесь, но здесь несколько так усиливаются эти энергии, особенно где-то 20 числа и после, за счет новолуния во Льве. Лев– это у нас управитель, будем говорить, зодиака в некотором смысле, потому что Лев пришел нас, кстати, научить, как правильно отдыхать, как правильно добиваться поставленных целей. Поэтому мы сами можем быть сконцентрированы на своих задачах, где-то есть такое, а для вас может, знаете, ну даже астрологически, такое направление, как работа и где-то тема финансов. Я понимаю, что и остальные все темы тоже будут важны, но вот требуется это от нас, хладнокровие и где-то надеяться на самого себя. Ну, этим вас точно не удивишь, но здесь могут быть метаморфозы, мои дорогие, именно еще и потому, что Уран в Близнецах, и это такой недалекий заход, недолгий точнее, а до этого периода он был в вашем знаке. Поэтому тут какая-то ломка шаблона, и как и вами, может, самими, ну так, более эмоционально, когда не хочется терпеть, что-то надоело, хочется всем все сказать, что я думаю. Ну, к примеру, это правда может так быть, обостренно. Ну и люди же, вот они тоже в таком где-то формате у нас могут быть. И то, что мы называем токсичные люди. И если прежде, ну, может быть, человек где-то тихо бы так сказал или в какой-то иной форме, а здесь это может так громогласно звучать, могут и бывшие возвращаться. Это, опять же, не про карты, это астрологически. Вот, может, кто-то там что-то додумал. В основном возвращаются те, которые поняли, что, ну, наверное, где-то там были неправы и могут пытаться что-то исправить. Будьте реалистами. С одной стороны, что-то льстит, с другой стороны, ну, если были проблемы во взаимоотношениях, то куда они делись? Будем честны сами с собой. Ну ладно, давайте узнаем, что же там произойдет. И вот как раз мы, первая половина нашего расклада, цыганский старинный пасьянс, который у меня очень много лет. Что же для вас, тельцы? Что же там произойдет? Ссора. Кстати, эта ссора могла быть в прошлом, потому что выпадает, вот не успели достать, раскрыть, и сразу ссора с конкретным человеком. То есть я так думаю, что это не что-то новое или как какой-то сюрприз. Мы именно на пасьянсе смотрим, что же произойдет. Так вот, я так думаю, что кто-то, может быть, не для каждого это и проиграется, но для кого-то возвращение, может быть, конкретного человека, с которым вы не смогли договориться. Может быть, человек поступил, ну, как-то себя не очень красиво. Может быть, и вам надоело терпеть, и вы сказали все, что думаете. Ну, вот какая-то такая ситуация может о себе в целом напомнить. Понятно, у каждого в своем ключе. Я должна сказать, что именно за вами будет последнее слово, скорее всего. Потому что корона. Я, кстати, допускаю и такой момент, что внезапный визитер какой-то может быть в вашу жизнь. Вот мы на происходящее смотрим, мы еще на колоде Таро как раз неожиданности и увидим. Но могу допустить, что какие-то персонажи внезапно могут появиться в вашей жизни, и эти персоны– это официальное лицо. И, ну, с чем тут будет связано? У каждого как-то по-своему. Или, может быть, вы какую-то информацию узнаете, вам донесут эту информацию. Но, тем не менее, вы сейчас ресурсный. Здесь, как и контакты, все-таки корона– символ власти. Здесь, как и контакты с сильными мира сего конкретно, или какие-то согласования важные могут проходить. Но это может быть и сам по себе человек, у которого есть какие-то рычаги влияния. И вы будете свои вопросы решать. Вот смотрите, кто-то вам тут может прийти и басни рассказывать, мои дорогие, правда. Или просить прощения. Но не все так однозначно. Но, кстати, вам могут и льстить, поэтому не нацепить на себя розовые очки будет тоже неплохо. Все же нам сказали, какая-то явно ссора. И вот теперь у нас, смотрите, как маска.
Маска – это какая-то, опять же, персона. Да, если мы берем латынь, вот как раз персона – это и есть где-то маска, перекликается. То есть тот человек, мы не знаем еще, что от него ждать. Может быть, вы знаете этого человека, но пока, ну, либо вы ожидаете, что вот от этого персонажа можно ждать вообще чего угодно. Или человек где-то ведет себя немножко даже ему не свойственно. Может быть, раньше был конфликт, а теперь он вам какие-то комплименты. Ну, к примеру, как вариант. Будьте на всякий случай настороже, потому что когда маска, это уже нам пасьянс хочет сказать, что так, тут дели надвое, потому что что-то тут непонятно, как-то запутано. С одной стороны, маска – это как и кто-то за нами наблюдает, вполне вероятно. Может быть, знаете, и банально, кто-то наблюдал, а потом на нас выплеснул эти эмоции. Мы понятия не имеем, что за нами кто-то наблюдал прежде. Мы даже не ожидаем вот таких вот эмоций, прорвало мы говорим, да? И я предупреждала, что вот эти эмоции рвутся наружу. Может быть, это из-за зависти, потому что по маске завистники, увы, тоже проходят. Но не все так однозначно. Вы люди сильные, знаете, и, понятно, у вас хватает своих собственных проблем. Но, может быть, кто-то смотрит со стороны и ничего не делает, а вы как раз деятельные. И думает, ну надо же, как ему или ей, все так вот легко и просто. Правда, зависть может быть. Ладно, пока с вами говорю, смотрю, что у вас и тут еще совпадает. Пока не вижу. Пойдем дальше. Вы знаете, если вам кто-то, у вас колокол совпадает, мои дорогие тельцы, если вам кто-то приносит вот в неожиданную новость, правда, вот пасьянс говорит, и колокол – это как раз неожиданность. Причем эта неожиданность может быть даже связана с какими-то сообщениями, если у нас корона, да? Может быть, это средство массовой информации. Смотря чем вы занимаетесь, какие вы планы, задачи перед собой ставите, и, может быть, даже то, что вы в средствах массовой информации слышите, каким-то образом на вашу вид деятельности, допустим, влияет, или на вашу просто работу. Может быть, это не средство массовой информации, я имею в виду глобально тогда. Вы в коллективе какую-то новость слышите или от руководителя. И вам вот тут как будто нужно скоординироваться и подумать, как вам, ну, какую-то перерокировку или какую-то новую организацию. Вам придется что-то организовывать или рассматривать какие-то новые варианты. Или, может быть, отправиться срочно и заключать какие-то документы. Может быть и так. У вас выпадает еще, мои дорогие, сердце. И вот теперь с ножом я могу сказать практически с точкой. Когда сердце и нож выпадают в этом пасьянсе, это разбитое сердце. Это даже не ссора. Хотя я могу предположить, что ссора у кого-то и была. Но знаете, у кого-то это могла быть такая бессловесная ссора. Или когда вы сделали выводы и пошли дальше. Ну, именно по той причине, что сердце-то разбито. Тут личная жизнь какая-то, может быть, история со знаком минус. И теперь я все-таки допускаю, что человек либо к вам заново может появиться, либо вы можете о нем что-то узнать. Может быть, и какую-то новость или какое-то предложение. Вот интересно, с чем это связано? У вас весь период словно судьбоносен. Тут какие-то события, они не просто так, знаете, отмахнулся, что это какая-то ерунда. Нет, когда крест выпадает, тут именно судьбоносность событий. С чем-то вам как будто нужно столкнуться, вы знаете. И вот, мои дорогие тельцы, как есть какие-то, ну, разочарования, но есть и помощь. Ангел. Какой-то человек вам может помогать конкретно. Может быть, один вопрос, и вам дают дельный совет. Может быть, это будет связано с помощью конкретного человека, как вам кто-то пожелает помочь или смотря с чем тут это будет связано, да. У кого-то это может означать, допустим, как поступить правильно, допустим, по закону. Или, может быть, это даже официальное лицо вам будет что-то, ну, где-то помогать. Иногда мы попадаем даже в кабинет высокого чиновника, и бывает, человек проникается,
или нас внимательно слушает, или нам везет на добрых людей, дай бог. Я всегда говорю, чтобы всем вам везло на добрых людей. И тогда вот те превратности, с которыми мы сталкиваемся, они не так болезненны. Вот что-то подобное может быть и у вас. Когда даже, я такое предполагаю, не было бы счастья, да несчастье помогло. Тут какая-то жизненная метаморфоза может быть у вас до конца июля. И может быть это у кого-то из вас будет просто с выводами, да, или с каким-то выбором связано. А у кого-то конкретно документы, чиновники, какие-то важные новости. И по судьбе мы говорим, потому что это касается чего-то важного. Итак, пока с вами говорю, смотрю, что еще у вас совпадает. Мы можем сложить крайние ряды по горизонтали и по вертикали в нашем раскладе. И я проверяю, чтобы ничего не пропустить. А ведь правда документы. Конверт. Это может быть и не обязательно документ. Это может быть просто вы получаете какую-то бумагу, и значит, она вам зачем-то тоже нужна. Может быть, вы получаете в официальных учреждениях, вы уже ждали, какой-то регламент закончился. Но это может быть и новость, и вполне вероятно, вам куда-то придется отправиться. Может быть, это через документ, когда с точкой вы получили дорога, и вы будете рассматривать какие-то альтернативные варианты. Я могу даже предположить, с учетом, что у нас совпадает, да, вот где-то поблизости, как и вот этот колокол, да, внезапное известие, когда мы опешили. Пусть это длится какие-то, может быть, миллисекунды, но это как такая невесомость, когда нам нужно, наверное, вздохнуть и выдохнуть. И, может быть, это связано с тем, что куда-то нужно быстро собраться. Пусть не для всех, но будьте готовы. Период самый интересный. Скучать вам будет некогда, мои дорогие тельцы. Не вижу я больше совпадений. Помните, что вы не один и не одна. Может быть, ваша контактность, может быть, ваша эмпатия, умение договариваться. Вы люди дружелюбные, правда, вы умеете дружить, это точно. И вот, видимо, пространство и вам посылает вот такого человека, как сам ангел, я так думаю. Или как, знаете, помощь, может быть, какую-то. А вполне вероятно, для кого-то, знаете, нерешенный давно вопрос вдруг сейчас вам как альтернативный вариант решения этого вопроса. И вы можете тоже сначала, ну так, на какое-то время замереть и думать, и что же мне с этим делать. А вот я тут вижу, что тут какие-то, наоборот, надо соглашаться, тут надо что-то не упустить. Пусть это альтернативным вариантом идет, но тем не менее, тут что-то явно может быть для вас интересное или хорошее, или перспективное. Ладно, давайте на картах Таро мы узнаем неожиданные события. Что там за неожиданности? Пусть это будут для вас приятные сюрпризы. С чем это могут быть связаны эти события? Двойка мечей. А ведь правда какой-то выбор нужно сделать. Как будто, ну вот как хозяйка года. У нас змея, она наблюдает. А до конца 2025 и как раз мы это прочувствуем наиболее остро во второй половине года. Мы должны адаптироваться. Вот самое главное, это какой бы сферы жизни ни касалось, какие бы вы там перед собой планы, проекты не ставили, помните, что мы должны во вторую половину года обязательно адаптироваться и начать организовывать как будто жизнь по-новому. Мы должны обрести некоторый фундамент, подушку безопасности или как цитадель, если это вопросы жилья, может быть, или переезда у вас стоит. Вот здесь надо максимально для себя что-то прояснить. Потому что даже и астрологически, причем по разным календарям, будь то зодиакальный круг, западная астрология, да, это знаки зодиака, банально, вот как мы смотрим, Овен, Телец и так далее. И точно так же по китайскому календарю, если мы говорим по году рождения, у нас будет год огненной лошади, и сам по себе год несколько непредсказуемый. Там вообще что-то спрогнозировать сложно. Поэтому чем быстрее мы какую-то путаницу или хаос из своей жизни устраним, тем больше будет определенности. И вот что-то подобное, ну, наверное, середина лета для вас и открывает. Как с одной стороны у вас есть возможность, потому что дротик в ваших руках. И уже
как будто вы один раз в эту Мишель попали. Вы уже что-то сделали, может быть, в прошлом даже, очень хорошо. И вам теперь пространство может, как в виде предложения или документа, или новости, вот все то, что я говорила, возвращать. Да, двойка мечей — это мы думаем, мы не знаем, но холодная голова вам тут помогает. Я думаю, что это будет связано. Вот смотрите, еще одна двойка. Что-то обдумать точно нужно. Двойка — это всегда, с одной стороны, равновесие, баланс, с другой стороны, это выбор-то все равно придется делать, потому что мы надолго в этой двойке не можем подзастрять. Мы должны перейти в следующее состояние, а если мы говорим по нумерологии, карта Таро, да, тройка, это всегда карта будущего. Вот вам нужно как-то переключиться с событий, те, которыми вы занимались прежде, или, может быть, даже вот что происходит в течение этих 2 недель, и видеть на пару шагов вперед. Я тут вижу раз двойки. Это еще, мои дорогие тельцы, взаимодействие. Значит, какие-то контакты с каким-то человеком неожиданно могут быть продолжены. И вам это нужно, точно нужно. Не откажитесь от чего-то. Вы ведь можете раздумывать, потому что вы к этому не готовы. Или вы можете отказаться от чего-то. Посмотрите, вам выпадает старший аркан Солнца. Значит, дело обстоит, ну, как-то для вас серьезно. И даже если вам пространство посылает какую-то возможность, как будто нельзя отказываться. Может быть, потом, спустя какое-то время, вы понимаете, зачем это все было нужно. Ведь аркан Солнца, да, с одной стороны, это карта нашего эго. Тут нельзя, как и от своих планов, намерений, целей, ни в коем случае отказаться. Но это мы себе определяем жизнь на полгода. Вот как будто, может быть, за 2 недели вам покажется, что прежний этап жизни, может быть, в 7 лет, вот пока Уран там у вас наводил порядки в вашем знаке зодиака, как пролетели перед глазами. А может быть, вы вообще будете вспоминать по разным причинам предыдущий период, вот этот 7-летний, насколько изменилась ваша жизнь и насколько изменились вы сами. Но как будто менять направление. Или что-то подобное может в вашей жизни проиграться. И я тогда достану, как знаки судьбы, карты совет. У нас будет 3 карты, объединим их, а может быть по отдельности, какие-то 3 совета будут. Итак, что ж там за знак судьбы? Шестерка кубков. С одной стороны, правда, человек из прошлого или какая-то прошлая ситуация. Вы ее, может быть, где-то уже успели, ну так образно говоря, похоронить. Или думали уже, ну все, это уже никогда в моей жизни не состоится. Или в чем-то была поставлена точка. Или, кстати, здесь даже вам могли, ну как знаете, какое-то решение официальное сказать. А здесь, к примеру, прежний вопрос возникает с новой силой именно потому, что какие-то постулаты, законы, приказы поменялись, вот что-то такое. Все-таки эта карта больше нам приносит, ну, какие-то положительные эмоции, особенно в этой колоде карт, потому что 2 детей нам изображены. Здесь именно не просто ностальгия или какие-то воспоминания, хотя я допускаю, что у кого-то сожаление и о том, что, ну, не сложились отношения, но вообще-то это нам карта совет. Поэтому и у вас-то тут тоже выпадал ангел. Вот этим ангелом может быть кто угодно. Может быть человек какой-то. И именно с большей эмпатией возвращается в вашу жизнь. И я вполне могу допустить, что даже если вы сложили о нем какое-то свое мнение, но видите так вот рационально то, что он предлагает, лучше воспользоваться. Вот тогда и такой вариант не упустите. По крайней мере, на этот период времени, а дальше уже разберетесь, ведь это знак судьбы. Тут вот как будто нельзя что-то оттолкнуть. Что еще за знак судьбы? Вот правда, посмотрите, тут как-то личная жизнь может у вас у кого-то налаживаться, или, может быть, приятные сведения. И, кстати, я допускаю, что это могут быть сведения о детях, или, может быть, даже о внуках. Вопросы семьи для вас тоже могут иметь какое-то приоритетное значение, или вы можете узнать, точнее, какую-то новость о взрослых даже детях. Вот есть тут дела семейные или дела любовные, личной жизни,
и то, что нам доставляет приятные эмоции. Как будто обе карты нас приглашают порадоваться. Вот радуйтесь, мои дорогие, значит, какие-то приятные моменты, а то и пусть эти все 2 недели будут сплошной радостью для вас. Хоть, конечно, так, наверное, и не бывает, точно не бывает. Обязательно какая-нибудь ложка дегтя. Пятерка мечей – это карта первой победы, конечно. Это когда мы, не смогли договориться и разбежались, разошлись, как в море корабли, да, вот есть такое. И каждый при своем мнении. Никто никому ничего не доказал. Но это вот когда отворачиваются друг от друга и даже не хотят продолжать общение. Я могу предположить, что как знак судьбы не расширяй дистанцию конфликта. И все то, что я говорила, может быть, и был прежде какой-то конфликт. Да, человек может что-то не договаривать. Вот это вы все равно держите в фокусе внимания. Расслабиться вы не должны, понимаете, раз маска уже выпала, пусть вам тут оду сложили в вашу честь или поют вам тут дифирамбы, но где-то на подсознании храните такой элемент, как возможные варианты. По крайней мере, быть наготове – это значит, уже где-то ты предупрежден, ты уже защищен, потому что для тебя это не будет полной неожиданностью или громом среди ясного неба. Ты уже, опять же, подготовлен. Но и если все-таки, я тут вижу 2 кубковые карты, и именно что-то из прошлого, нам как будто вот этот кубок приносят, да, или пусть это касается тех людей, которых вы, в общем-то, знаете, вы с ними знакомы. И по той или иной причине они возвращаются в вашу жизнь. Пятерка мечей нам всегда говорит: не устраивай конфликт, наоборот, старайся его нейтрализовать, не отказаться. А может быть, и какое-то предложение вам поступит. Рассмотрите его, мои дорогие. Вот так вот безапелляционно не говорите «нет». Все-таки это как знак судьбы. И пятерка мечей нам точно говорит, что-то нам не нравится, чего-то мы не хотим. Но зачем-то нам это нужно, раз впереди 2 вот такие добрые карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.